Какие виды оказали наибольшее влияние на дизайн человека? Я ваш ведущий и гид Матиас де Стефано. В данном эпизоде мы будем раскрывать, как скачок в человеческой эволюции сотворил для людей механизм для преодоления третьего измерения. Дизайн каждого и всех видов создавался в шестом измерении. То есть, в других измерениях мы разрабатывали паттерны и цели каждого вида, каждой расы в каждом мире, на каждой планете, в каждой системе. Те паттерны и структуры уже были установлены для каждого в каждой реальности. Что мы могли поделать с ними в четвертом и третьем измерениях? Просто играть с полученными инструментами так, чтобы пытаться улучшить нашу генетику, наш способ существования. Другие существа и другие планеты, что они стали делать? Они пытались добираться до тех планет, эволюция и паттерны творения которых оказывались способными приспосабливаться к их собственным паттернам творения. Таковы были бы главные характеристики видов, рожденных из воды, земли, огня и воздуха. Пребывая в процессе обычной эволюции каждой планеты, и здесь на Земле, те существа обладали совершенной конструкцией для внесения улучшений и развития в естественном порядке. Ни пришельцы, ни конфедерация не вовлекались в сотворение видов на Земле. Просто сама Земля пыталась развиваться разными способами, разными паттернами, пользуясь главным инструментарием, переданным нам шестым измерением. Все дальнейшее было лишь улучшением, за улучшением паттернов эволюции этой планеты. И они знали, что планета, Земля, пребывала в процессе пробуждения. На протяжении миллионов лет они достигали этой планеты, наблюдали за ней, чтобы увидеть, как продвигается эволюция. Много раз они пытались сотворить на ней цивилизацию, не только миллион лет назад, а еще до появления динозавров. Мы совершали многочисленные попытки сотворения цивилизации в разные времена в нашей истории, до динозавров, с динозаврами и после динозавров. Мы пытались увидеть, чего в свою очередь стремится достичь сама планета. И одной из вещей, побудивших нас понять, что именно люди были избранными, стало то, что мы начали пользоваться словами. Люди выбрали другой путь в геометрии, не совсем такой же, как у других существ на планете. Они начали осознавать себя как существо. Они могли осознавать себя, думать о себе, впервые заговорили или как бы сказали «я есть». Момент, когда я познакомился с другим существом с моими руками, моими движениями, моими глазами, моим языком, звуками, стал моментом, когда на нас работали не только тетраэдр, куб, икосаэдр, додекаэдр, а был активирован и октаэдр. Когда активировалась наша суть, и естественный порядок планеты пытался развиться в цивилизацию, другие планеты в конфедерации начали ощущать вибрацию наличия существ, осознающих себя. Мы можем понимать это так. Представьте, что вся галактика представляет собой большую паутину. А кое-какие виды — это пауки на разных планетах. То есть, когда вы видите пауков, они все еще пребывают на своих планетах в ожидании волн вибрации и времени, достаточных, чтобы их почувствовали. Тогда они могли бы видеть и достигать, посредством опять же вибрации, мест, где что-то новое вибрирует на том же уровне цивилизации. Вот как работает паутина. Пребывая на своих собственных планетах, они просто начинают чувствовать, что в сети что-то меняется, что вибрирует нечто новое. Некоторые планеты, которые являются пауками, чувствовали, что мы становимся новыми пауками в эволюции. Для других планет мы были как муха. И каждое осознающее существо в галактике знает, когда они ощущают вибрацию, резонирующими с ними, это происходит потому, что осознающими становятся не только виды, осознающей становится сама планета. То был главный ключ, говоривший нам, что Земля думает о том, кто она есть. Планета перестала развиваться посредством 4 элементов, и вдруг пробудился 5-й элемент, объединяющий их все, элемент, осознающий себя. Такая вибрация резонирует во всей Вселенной, во всей галактике, и каждая осознающая себя планета пытается достичь той информации, ищет те сведения и наиболее похожая вибрация между гуманоидами Земли и галактикой, которую мы разделяем, оказалась на Арктуре. Вот почему арктурианцы осознали, что эта планета способна справиться
со своей собственной вибрацией и паттернами. И вот почему арктурианцы стали кодировать имевшиеся у них паттерны геометрии в идею привнесения тех паттернов в гуманоидов на новой планете, чтобы мы могли развивать наше сознание. Но такое происходило не потому, что они были заинтересованы в людях, в первую очередь их интересовал разговор с Землей. Единственный способ, посредством которого вы можете говорить с планетой, с сознанием планеты, это если на ней существуют виды, способные говорить и способные думать. Целью галактики являются не цивилизации, а то, как цивилизации позволяют нам говорить с планетой, говорить с «я». Поэтому, чтобы усовершенствовать новые сотовые телефоны для разговора с планетой, мы нуждались в сотворении лучшего паттерна, улучшении гуманоидов, так, чтобы они становились Homo sapiens sapiens. Первые люди появились в Африке, но первые Homo sapiens sapiens зародились на Ближнем Востоке. Людей сотворили в том месте потому, что тот регион обладал большой силой и энергией. Это один из главных порталов всего потока вибрации на планете. 200 тысяч лет назад, когда первые алифир пришли на планету, их целью было привнесение всей информации крови каждого другого существа, чтобы общаться с кровью планеты. И нам следует осознавать, что то были не люди, то была планета. Они пытались говорить с планетой. Вот почему алифир приходили, чтобы обосноваться на островах Тихого океана, пребывать в соприкосновении с водой и привносить ту информацию. После того в главный портал энергии на планете начали прибывать и другие расы. Это и был Ближний Восток. Плато Ближнего Востока — это Иран, Турция, Аравия, Сирия, Синай. Плато обладали таким большим количеством энергии, что позволяли расам приходить и экспериментировать с людьми с целью улучшения всего сознания других планет на этой планете. В общем, первыми прибывшими сюда для проведения такого вида испытания на Ближнем Востоке были Аэсир. Первыми подготовленными людьми стали женщины, поскольку они были способны воспроизводиться и улучшать ДНК. То есть, именно женщин выбрали для сотворения нового вида, новой расы. Все происходило в том месте, которое сейчас мы называем Персидским заливом, а в те времена называлось Эдемским садом. Эдем был местом, где Аэсир, Анунаки, могли тестировать женщин и мужчин и совершать улучшение дизайна человека, в то время как арктурианцы конструировали людей посредством геометрии и ДНК. Мы можем сказать, что в то время, как арктурианцы работали в лаборатории, анунаки привносили силу в нашу кровь, живя с нами, пребывая в соприкосновении с нами. Поэтому суть обоих экспериментов была одинаковой, но цель достигалась разными способами. Арктурианцы пользовались анунаками так, чтобы могли улучшать то, каким должно было стать человечество. Они нуждались в кое-каких более сильных видах, чтобы пребывать в соприкосновении с людьми. И анунаки оказались единственными более похожими на нас, кто мог жить в третьем измерении и кто был немного лучше приспособлен к иммунной системе планеты. Вот почему в то время, как арктурианцы развивали нас посредством геометрии, паттернов и ДНК сверху, анунаки жили с нами и пользовались нами физически. Арктурианцы осознавали, что паттерном существа является октаэдр, и что октаэдр представляет собой семя реальности. Мы называем это семенем Вселенной. Октаэдр похож на маленький алмаз, связывающий каждую реальность с «я». То есть, что они делали? Улучшали чакры, чтобы они становились не только двигателями для перемещения энергии, но и для того, чтобы они оставались самими собой, каждая из них. И все же, что конкретно они делали? Они улучшали то, как мы ходим, чтобы мы выпрямлялись, смотрели вперед и выравнивали каждый код октаэдра один над другим, чтобы поток энергии был лучше, а мы, как деревья, могли передавать свет и тьму одинаково корректным образом. Есть два пути передачи информации. Один способ — это окружение Земли, нечто вроде горизонтального движения энергии. И еще один способ — вертикальный. Животные движутся горизонтально, а мы единственные, объединяющие сознание растений и сознание животных, будучи животными, способными дышать и быть подобным деревьям. Такое улучшение сознания посредством геометрии и паттернов помогает передавать информацию,
и быть связанными с сетью информации всей Вселенной. Пребывание в такой форме, головы высоко подняты, смотрят в небо, позволяет нам становиться подобным холмам, горам, загружавшим всю информацию. Именно в момент, когда мы сами стали Тором, с геометрией внутри, мы обрели способность загружать всю культурную информацию, собранную всего за 50 тысяч лет, и совершить очень быстрый скачок в сотворении Homo sapiens sapiens. Когда существо осознает, что он или она существует, начинает формироваться личность. Она начинает сотворять идею кого-то. Это означает, что впервые я могу сказать «я есть». В переводе на латынь «я» или «я есть» значит «эго». Латинское «эгосум» означает «я есть». То есть, когда я говорю «эго», это значит, я осознаю, что являюсь индивидуумом, отделенным от других индивидуумов. В общем, с самого начала у нас есть 2 или 3 стадии, чтобы осознавать эго. Первая стадия – это подсознание, которое очень далеко от нас и означает то, чем является эго. В подсознании эго обозначает каждого, являющегося отражением всего одной истины. В подсознании это существо, пытающееся выжить помимо других. Поэтому в процессе подсознания я осознаю, что являюсь существом и должен выживать помимо других существ.